Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. И это продолжение моей новой рубрики, которая называется... как она называется? Ревизия она называется. Это рубрика, в которой я обсуждаю альбомы, которые вышли до того, как я создал свой канал. В прошлом ролике я говорил об альбоме Гарри Стайлза под названием Fine Line, а сегодня я хочу перейти к Риане, другому моему кумиру, кстати. И хочу поговорить про ее альбом Anti. Это на данный момент ее крайний альбом. Мы очень скучаем, очень ждем того, что Риана наконец-то выпускает так много трусов, что она оденет всю планету, и ей станет настолько скучно, что она решит вернуться в музыку. Ну, хоть как-нибудь. Но если без шуток, то альбом Anti вышел в 2016 году. Мне повезло побывать в туре с этим альбомом, поэтому я с удовольствием хочу его обсудить, как всегда, по каждому треку немножко поговорить, прийти в конце к выводу и поставить оценку. И первый трек Consideration. Открывать альбом дуэтом – это вообще смело. Открыть всему миру Сию на первом же треке своего нового альбома, Ариана в тот момент уже абсолютная легенда, это круто и тоже смело. Это очень, знаете, такой дерзкий, такой прям сасси трек, очень прорывной, который настраивает на правильное настроение альбома, поэтому я считаю, что как опенер, как первый трек, это великолепный выбор. Очень мне нравится, как сплелись голоса Рианы и Сизы. В целом, все тут очень хорошо. Второй у нас идет трек James Joint. Это скорее не трек, а интерлюдия. Не могу по нему чего-то много сказать, если честно, потому что он ни о чем. И если честно, могло бы его в целом на альбоме не быть, я бы не расстроился. И третья у нас идет песня Kiss It Better. Одна из крутейших песен на этом альбоме, но мне кажется, тут немножко Риана не попала с местом этой песни, потому что мне кажется, что она бы лучше смотрелась где-то ближе к концу альбома. Потому что она очень сексуальная, это классное гитарное соло, вокальные партии Рианы все уже больше на такой, знаете, секси-лад настраивает, и звучало бы это круто с другими песнями, которые находятся в конце. Четвертая у нас идет песня Work. И это, естественно, абсолютный хит. Обожаю эту песню. На самом деле, очень многие недооценивают этот трек как музыкальное явление, потому что если посмотреть на 2010 как на целое десятилетие, окажется, что трек Work, его звучание, его влияние окажется одним из самых важных выборов десятилетия. Потому что именно с этой песни начался абсолютный тотальный дэнс-холл в чартах. Вот это вот ленивое, немножко карибское пение Рианы с ее очень вкусным акцентом тоже породит огромное количество подражателей. И на тот момент, когда Риана выпустила эту песню, в чартах рядом с ней соседствовала абсолютно другая музыка, и эта песня казалась какой-то белой вороной. Но если посмотреть на чарты сейчас, то можно найти довольно много песен вот с этим вот карибским мотивом, с дэнс-холл элементами, которые, оказывается, в какой-то мере были созданы благодаря тому, что Риана очень сильно бомбанула с этой песней. Пятым у нас идет трек Desperado, и это одна из лучших песен на альбоме. Ее довольно темное звучание, очень темный, очень вкусный, великолепный инструментал, отличная партия вокальная от самой Рианы, и в целом трек звучит так, знаете, немножко мистически даже. Шестой у нас идет песня Woo, которую я не могу, конечно же, отнести к сильнейшим трекам альбома, но звучит она круто, ближе, конечно, к песне Филлеру, но такой очень, такой вот такой, вот такой. Зато шестой у нас идет песня Needed Me, и это потрясающий, настоящий вот badass трек, в котором абсолютно все звучит как надо, начиная вот с этих вот странных звуков в начале, как будто кто-то что-то там потирает, заканчивая крутыми флоу от самой Рианы, где она просто рубит с плеча строчки, которые я не могу повторить, потому что как бы... И не зря эта песня стала одним из крупных хитов Рианы, которая великолепно зашла на Spotify и до сих пор набирает какие-то там мега цифры, потому что есть за что. Восьмой трек Yeah, I Said It, если честно, один из самых слабых на этом альбоме, потому что по названию кажется, вот Yeah, I Said It будет что-то такое большое, грандиозное, может, с какими-то крутыми текстами, о чем-то конкретном. Но оказывается, это довольно проходная песня, без особого мотива, с довольно
слабеньким инструменталом, без каких-то интересных моментов, за которые можно зацепиться. Зато 9-м треком мы получили Same All Mistakes. И кто вот мог подумать, что такая певица, как Риhanna, на таком крупном, это долгожданный альбом от мега-певицы, одной из самых успешных вообще в истории, мы получим почти 6-минутный кавер на Tame Impala. Это вообще просто, это настолько был неожиданный ход, что, конечно, браво Рианна. И при этом у него получилось очень классно. Это такой трек, знаете, с легким намеком психодела, который уносит тебя куда-то прям очень далеко, при этом очень круто обработан сам Рианна. Вокал, который такой немножко, знаете, приглушенный, как будто она поет за микрофоном, с очень большим реверсом. Все тут, конечно, очень красиво и вкусно звучит. А 10-й трек Never Ending — это баллада. Не могу сказать, что очень сильная, но у этой песни есть очень важный момент, что она немножко вот делит альбом с того, что было, с более таких сессий песен, с более таких ритмичных песен, на более меланхоличное настроение, потому что следующим мы получаем лучшую песню в карьере Рианны. А вы понимаете, карьера Рианны — это одна из величайших карьер в истории музыки. У нее десятки мега-супер хитов, но именно на этом альбоме мы получаем песню Love on the Brain. И настолько попасть в персонаж Рианны, вокально, текстово, эти все звуки оркестра, то, как она поет эту песню, то, как она проживает эту песню, потому что это видно на каждом ее живом выступлении с этой песней, она настолько живет ей, что это прям завораживает. Такие великолепные баллады, потому что, ну, я-то ближе отношу к балладе, пишут очень редко, раз, не знаю, в 5 лет, в 10 лет, но когда мы получаем такие песни, они, конечно, на века. И если вы думали, что на Love on the Brain вот этим вот выстрел в голову все заканчивается, то Рианна после этого подходит и выстреливает нам еще раз прямо в глаз, потому что потом мы получаем трек Higher. Это коротенькая песня, она не дотягивает даже до 2 минут и ближе похожа на интерлюдию, но это не мешает ей быть одной из самых крутых на этом альбоме. Потому что она даже не особо обработана, там просто пьяная, по-настоящему пьяная в момент записи Рианна, надрывающимся голосом просто кричит, орет текст, и это звучит настолько трушно, настолько вкусно, что хочется переслушивать и переслушивать постоянно. И это, вы знаете, трек, который хочется включить, когда ты ночью где-то там идешь по обочине дороги, рядом, там, не знаю, небоскребы светятся, а ты такой весь одинокий, слушаешь эту песню. Просто невероятная атмосфера у этого трека. Если вот вы слушали только синглы из этого альбома, то очень советую ее послушать. И тут мы подходим уже к закрытию альбома. Это трек Close to You. Я не сказал бы, что это великолепное закрытие альбома. Возможно, с этим бы лучше справился трек Kiss It Better. Но Close to You — это такая очень легкая, довольно простая баллада. А как вы знаете, любят закрывать все балладами альбома, потому что это звучит всегда очень логично. Тут это тоже в целом логично, но я не могу сказать, что очень точно. Я обычно никогда не говорю о бонус-треках, потому что в основном это всегда какая-то вообще шляпа, но тут мы на бонус-треке получили Good Night Gotham, который Рианна даже не стала переделывать, что я очень уважаю, потому что в целом это такая интерлюдия, которая звучит великолепно в своем виде, и не было никакого смысла в том, чтобы Рианна там накладывала свою вокальную партию, поэтому она даже просто оставила оригинал, который, кстати, пела Флоренс Уэлш из группы Florence and the Machine. После этого мы получаем трек Pose, который хороший, но понятно, почему он на делюксе, потому что он не настолько хороший. Но 16-м треком, то есть последним с делюкса, мы получаем песню Sex With Me. И дорогая, любимая, потрясающая Робин Рианна Фэнси. Почему она на делюксе? И почему это не было синглом? Потому что это великолепная песня во всех ее проявлениях. Она очень сексуальная, она очень дерзкая, она очень точная, что вот ты ее прям слушаешь и прям понимаешь, что вот Рианна говорит, что Sex with me so amazing, и ты прям вот веришь каждому ее слову. Непонятно, конечно, ее решение о том, что это был делюкс, потому что
Песня с Делюкса, на секундочку, получила платиновый сертификат в Америке, стала хитом в Spotify. Но мы знаем Риану и то, что она любит нестандартные решения. Я, пожалуй, напомню о том, что Love in the Brain не получил клипа, вроде как стал синглом, и сам кое-как с помощью фанатов, без всякого промо, дополз до 5-го места в билборде, на секундочку. Пока Риана там шила трусы. Я не шейджу за это, у нее классные трусы, вообще без вопросов, косметика тоже, но по музыке мы очень скучаем. Кстати, как бы о косметике, как бы добрый вечер. Ну и, собственно, на этом у нас закончился альбом Entai. Ну и что мы получили на выходе? На выходе мы получили лучший альбом Рианы именно как цельную, полноценную работу, где Риана раскрыла себя как безумно талантливого человека со всех граней, который умеет выстроить концепцию, который может выдержать эру в отличном тоне, все красиво, начиная от обложки, заканчивая туром, все было просто потрясающе. Это прекрасная работа, и на данный момент, конечно, стоит рассматривать ситуацию того, что, возможно, это последний альбом Рианы, и если он окажется в итоге таковым, то это, конечно, очень красивая, очень сильная, очень такая яркая и потрясающая точка в карьере, в великой карьере великого человека. И что касается оценки этого альбома, то я ставлю ему оценку 9,2 из 10. И это один из моих самых любимых альбомов в истории. Вообще все, что от меня получает оценку выше 8,6, это вот все для меня прям что-то богоподобное, и Entai определенно относится к этому числу. Вот такие вот у меня мысли по альбому Рианы Entai. И если вдруг кто-то посмотрел это видео, пожалуйста, напишите в комментарии, что вы думаете об этом альбоме, какие у вас любимые песни, может, нелюбимые, в целом, что вы думаете об этом творении Рианы. Мне было бы очень интересно почитать. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.